Это Эрика Лабри, чемпионка мира по стрельбе из лука, бывший солдат ВВС и жена Эйфелевой башни. В 2007 году она провела свадебную церемонию в Париже, сменила фамилию на Эйфель и официально объявила башню своим партнером. А до этого 20 лет встречалась с Берлинской стеной. Что с ней было не так? У Эрики объектофилия – сексуальное и романтическое влечение к неодушевленным предметам. Первая ее любовь была в 9 лет, она влюбилась в забор возле дома. Подростком вступила в самые долгие отношения в своей жизни с Берлинской стеной, которую потом бросила ради Эйфелевой башни. Но из-за скандалов в СМИ им пришлось дистанцироваться, а потому она вернулась в Берлин к воспоминаниям о снесенном возлюбленном. Она долго горевала о своей утрате, назвав любовь с башней своей самой большой ошибкой. Душераздирающая история. Но не беспокойтесь, по последним данным она встречается со строительным краном. И если вы назовете ее странной, то вы глубоко ошибаетесь, потому что мы с вами точно такие же. Сегодня мы поговорим о самом удивительном явлении нашего мозга – о фетишах. Мы разберем, как мозг превращает обычные вещи в объекты желания, почему одним нравятся ноги, другим латекс, а третьим вещи, о которых в некоторых странах даже запрещено думать. Что на самом деле скрывают ваши фетиши? Почему твои комплексы на самом деле твои самые желанные фантазии? И почему просмотр порно – это твоя самая полезная привычка? Но сперва, что такое фетиш? Как вы думаете, что объединяет фуд-фетишиста и куколда? Правильно, искусство. В древности секс был сакральным. В Помпеях над входом в каждую комнату борделя висела фреска с позой, как пункт в меню. А улицы города были усыпаны каменными фаллосами, считая их оберегами и символы удачи, размещая их даже на обычных пекарнях. Камасутра, подробно описывающая позы и даже удары, была написана в IV веке и считалась философским кодексом о любви. А один из древнейших эротических журналов появился 3000 лет назад в Древнем Египте. Туринский эротический папирус. 12 сцен в самых амбициозных эзотерических позах. Сексуальность и фетиши были основой нашего общества и человечества как такового. А само слово «фетиш» произошло от магии. Португальские колонизаторы в Западной Африке называли фетишами предметы, которым поклонялись местные племена. Амулеты, статуэтки, камни, то есть то, чему приписывали сверхъестественную силу. То есть фетиш — это что-то, что заставляет тебя чувствовать то, что не должен. Но в наше время это слово немного упростили, а потому назвали это красочно и лаконично. Это назвали болезнь. В средневековой Европе сексуальность перешла под контроль церкви, и практически все стало считаться грехом. Например, мастурбация наказывалась, а заниматься сексом можно было только в определенные дни. Но в 1886 году все изменилось, когда немецкий психиатр Крафт Эббинг опубликовал свою книгу о сексуальности, из-за которой закрепились знакомые нам термины. И с того времени все, что было грехом, стало болезнью. Считалось, что если ты нестандартно возбуждаешься, значит ты дегенерат. Причем под это попадало все от возбуждения к определенной одежде до зоофилии. А потому это нужно было лечить. Правда, лечили химической кастрацией и пытками. И любой фетиш считался болезнью до 2020 года, пока ВОЗ не поняла, что мастурбировать на ноги не так уж и плохо, а потому выпустила обновленную классификацию болезней, откуда фетишизм и мазохизм убрали из списка заболеваний. Но за одним исключением. Существует определенная градация. Смотрите, есть типичные сексуальные предпочтения. Это все, что связано с обычным сексом с партнером. Под это понятие попадает весь спектр. Предпочтения в цвете волос, фигуре, расе, размерах, позах и так далее. А если возбуждение начинает устойчиво цепляться не просто за партнера, а за объект, часть тела, материал или сценарий, это уже атипичный сексуальный интерес. А значит, парафилия. А та, в свою очередь, делится на большое количество подпунктов, вроде фетишизма, садизма, мазохизма и педофилии. Да, страсть к детям и к пяткам стоит в одной категории. Ведь по науке ею считается любой нетипичный интерес. То есть фетиш — это категория, а не общий термин. И тут тоже нужно уметь отличать. Если вы любите вещи или части тела, это фетиш. Если вы любите унижение и потерю контроля, это мазохизм. А если вы любите власть и контроль, это садизм. И это норма. Диагнозом, а соответственно болезнью, это становится тогда, когда это заставляет вас страдать, мешает или разрушает вашу жизнь, или нарушает границы чужой. Есть Квентин Тарантино, режиссер, известный своей любовью к женским стопам. А есть Джерри Брудос, серийный убийца, известный тем, что отрезал своей жертве стопу, чтобы наряжать ее в женскую обувь. Один фетиш, но совершенно разные проявления. И по статистике, а точнее по исследованию канадских ученых, примерно половину людей имеет хотя
хотя бы одну парафилию. То есть, грубо говоря, каждый второй из вас прямо сейчас что-то скрывает. Лично я люблю такие. Но как мозг вообще такое формирует? Наш мозг всегда создает самые эффективные логические цепочки. Все, что приводит к удовольствию как можно легче, то остается с нами на всю жизнь. Это работа самого мозга, с ним не поспоришь. И такие цепочки он создает не только в извращении. В соцсетях огромный бум ИИ-моделей, которые многие из вас уже не смогут отличить от реальных девушек. И на чужой похоти люди зарабатывают колоссальные суммы. Даже с профиля в несколько тысяч подписчиков можно заработать несколько тысяч $1000 в месяц. И чем не цепочка, что если есть похоть, значит, на ней можно заработать. И ребята из телеграм-канала Абузища как раз уже бесплатно выкатили подробнейший гайд по этой теме, собрав выжимку из множества приватных и дорогих материалов. Как создать свою ИИ-модель и как именно тебе начать на этом зарабатывать. Абузище уже несколько лет делится рабочими способами заработка в интернете совершенно бесплатно. К примеру, способы бонус-хантинга на десятки тысяч рублей практически без вложений, реальные гайды по экономии до 80% на всех сервисах доставок и даже заработку до 10 тысяч рублей на этом. Или способы заработка с отзывов. Так мой подписчик с помощью ИИ генерировал отзывы для брендов и получил 14 тысяч рублей за пару дней. Но такие схемы живут недолго, поэтому на канал стоит подписаться. А при подписке их бот отправит каждому набор проверенных гайдов, чтобы тебе было легче освоиться. К тому же у них есть своя собственная подработка с простыми онлайн-заданиями по типу рефералок, с доходом по несколько тысяч рублей за один вечер. Более 2000 реальных отзывов и 5 лет беспрерывной работы и показатель их качества. Ну а чтобы присоединиться к ним, переходи по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Любое наше желание – это стимул к реализации той или иной потребности или к восполнению дефицита. А потому на уровне дофаминовой системы нет фундаментальной разницы между желанием выпить воды и поучаствовать в оргии. Одно и то же. Разумеется, наши желания зачастую просто случайности, которые не поддаются объяснению. Но если все-таки это попытаться, фундаментально их все можно поделить на две группы – сила и слабость. Да, человек может просто иметь фетиш на школьную одежду, но за этим также может скрываться элемент садизма, ведь школьная одежда может ассоциироваться с чем-то невинным, юным и слабым. Так и наоборот, можно любить грубость, потому что это заставляет почувствовать себя слабым или униженным. Как и фуд-фетиш, ведь стопа культурно и визуально ассоциируется с доминированием. То есть наши предпочтения — это убеждение себя в чем-то, зачастую в своей роли. Но, безусловно, это лишь моя притянутая за уши интерпретация. Просто теория, далекая от науки. А, возможно, и нет. Психотерапевт Джеффри Янг вывел механизм, который объясняет ровно этот парадокс. Когда ребенок растет с незакрытой базовой потребностью, будь то в безопасности, внимании или принятии, у него формируется так называемая ранняя дезадаптивная схема. Грубо говоря, глубокое убеждение о себе. Я ничтожный, меня бросят, меня не любят и так далее. И дальше мозг выбирает одну из трех стратегий, как с этим жить. Первая – капитуляция. Человек принимает схему как правду и строит жизнь в соответствии с ней. Его унижали, и он ищет партнеров, которые будут его унижать. Не потому, что ему это нравится, а потому что это единственный сценарий близости, который он знает. А если это знакомо, значит безопасно. Так считает психик. В сексе это выливается в мазохизм и прочие фантазии об унижении. А вторая – сверхкомпенсация. Прямая противоположность. В детстве чувствовал себя бессильным, значит в отношениях контролирует каждый шаг. Чувствует себя ущербным, начинает доминировать. В сексе это проявляется в садизме, в потребности в абсолютном контроле над партнером. А третье максимально банально. Просто избегание. Человек старается дистанцироваться от всего, что активирует эту схему, избегая отношений и близости, нередко компенсируя это порнографией. То есть наши фетиши — это наша безопасная травма, наш способ с ней справиться в контролируемых условиях. Ведь одно дело подвергнуться насилию в детстве, а другое, когда это происходит уже в условиях, которые ты устанавливаешь сам. А вот какой именно путь выберет мозг — это переплетение разных факторов, от наследственности до среды, в которой мы росли. Но есть проблема. Был грубый папа, теперь ищешь грубого папочку. Вроде звучит логично. И действительно, на многие наши желания, задавая нужный вопрос, можно получить ответ «почему?». Но психология не объясняет вообще все. В
В конце прошлого века сексолог Джон Мани предположил концепцию карт любви. Идея была в том, что в процессе взросления мозг впитывает визуальные, тактильные, обонятельные и прочие стимулы и собирает из них индивидуальный шаблон. Что нас привлекает, какой партнер, какой сценарий, какие ощущения, как плейлист, который ваш мозг составляет сам, без вашего участия. Вы еще даже не знаете, что такое секс, а мозг уже записывает, что вас будет возбуждать. Один из главных факторов, влияющих на это, называется классическое обусловливание. Нейтральный объект случайно совпадает во времени с сильным возбуждением, и мозг создает связку, будь это первая эрекция или случайное возбуждение. Вторая причина – это перенос возбуждения. Наш мозг вообще-то довольно глуп. Он не умеет отличать, от чего именно у вас сейчас колотится сердце. От страха, стыда или от дикого желания. Для него это один и тот же адреналин. И если в момент страха или унижения рядом оказывается сексуальный стимул, мозг путается. А потому стыд начинает еще сильнее возбуждать, боль заводить, а твои табу и комплексы становятся любимой категорией на сайте для взрослых. Мозг любит не только сам секс, но и состояние, в котором он происходит. И если ваш оргазм несколько раз совпадет с каким-то странным триггером, мозг перестанет считать это случайностью. Он воспримет это как самый короткий путь к удовольствию. В 1966 году психолог Стэнли Рахман провел эксперимент. Он взял группу гетеросексуальных мужчин и начал показывать им фотографию женских сапог, а сразу после — фото обнаженной девушки. И через множество таких повторений мужчины начали демонстрировать возбуждение на сапоги, уже без необходимости показа обнаженки. Мозг создал связь. Сапоги равно удовольствие. Ровно тот же принцип, что и собака Павлова. Чисто теоретически, каждый из вас может с нуля создать свой фетиш. Если в течение года мастурбировать на яблоко, вполне вероятно, что через год вас начнут возбуждать яблоки. Теперь вам есть чем заняться. Поэтому в мире такое большое разнообразие разных предпочтений. От фуд-фетишизма, что является самым популярным фетишем в мире, до дендрофилии, сексуального влечения к деревьям или деревянным изделиям. Все, что вы можете представить и о чем подумать, человек может это либо бояться, либо от этого возбуждаться. Вспомните наш прошлый ролик про страх. Фобия и фетиш — это родственники. Разные, но очень похожие в системе значимости. То есть нет единой формулы. У кого-то фетиш сформировался в детстве, у кого-то вследствие травмы, от потребности, случайной ассоциации, а у кого-то через комбинацию всего перечисленного. Это как огромный конструктор. Капрофилия, например, вероятно, смесь факторов. В норме сексуальное возбуждение временно подавляет чувство отвращения, ведь эволюционно это необходимо, чтобы снизить брезгливость к чужим биологическим жидкостям и заняться сексом. Но для некоторых само отвращение, преодоление табу становится главным источником дофамина. А вместе с этим может также влиять желание быть максимально униженным и так далее. Короче, куча разных деталей одного совершенно случайного конструктора. Однофакторные объяснения в сексологии почти никогда не работают. Но значит ли это, что наличие парафилий — это что-то странное, опасное, и этим занимаются исключительно больные и глупые люди? Боюсь огорчить. Вполне возможно, что капрофилы гораздо умнее нас. В 2013 году голландские психологи провели исследование, сравнив людей, практикующих БДСМ, с обычными людьми. Результатом стало то, что любящие БДСМ набрали выше по субъективному благополучию, добросовестности, открытости новому и экстраверсии, и ниже по показателям тревожности и невротизма. А канадские ученые обнаружили, что мазохизм статистически значимо коррелировал с более высокой удовлетворенностью сексуальной жизни. То есть люди с нетипичными сексуальными интересами почти всегда оказывались в среднем психологически здоровее обычных людей. Предполагают, что это связано с интеллектом. Открытость новому — черта, которая напрямую коррелирует с IQ, ведь связана с работой дорсолатеральной префронтальной коры, области когнитивной гибкости и способности выходить за рамки привычных паттернов. Грубо говоря, чем вы умнее, тем вы любопытнее, и тем шире ваш сексуальный репертуар. И не потому, что умные люди извращенцы, а потому что открытость к нестандартному — одна и та же черта, проявленная в науке, в творчестве и в постели. Поэтому вывод тут один. Покупайте латексный костюм, бейте своих жен и ешьте фекалии. На самом деле объяснение такой взаимосвязи, если мы посмотрим на фетиш, не как на извращение, а как на определенную потребность и часть человеческой личности, очень просто. Фетиш — это то, что мы хотим, чтобы
Весьма логично. Возможно, что-то конкретное вам покажется странным и нездоровым, но если этот фетиш не нарушает чужие границы, не портит жизнь людей и является обоюдным, если рядом с этим не стоит слово «расстройство», то в таком случае это лучший инструмент человека для изучения себя и своих потребностей, проработки травм в безопасной среде и выстраивания своих границ. Люди, которые спокойно говорят о своих сексуальных предпочтениях и их знают, живут спокойнее и счастливее, потому что они знают себя. Они живут во внутреннем стыде и угнетении. Поэтому фраза «каждый дрочит, как он хочет» очень даже философская. Особенно это отчетливо проявляется в парах. Исследования показывают, что качество сексуальной коммуникации в паре, то есть насколько открыто и глубоко партнеры обсуждают свои желания, критически коррелируют с сексуальной удовлетворенностью. Причем есть нюанс. Недостаточно хорошо общаться про быт и работу. Если партнеры не говорят о сексе, они все равно не удовлетворены. И это становится критически важным, когда мы посмотрим на статистику в длительных отношениях. И она показывает, секс в них умирает. Самое резкое падение частоты секса происходит в первые 3 года отношений, а дальше плато, которое медленно продолжает снижаться. И тут есть гендерный парадокс. Сексуальное желание годами снижается преимущественно у женщин, а мужское остается примерно стабильным все время. То есть с годами партнеры буквально движутся в противоположных направлениях. Ведь так работает биология. Потому что за наше желание отвечает дофамин, а дофамин — это нейромедиатор новизны. Его задача не наградить вас за то, что у вас есть, а мотивировать искать то, чего нет. И это работает и в сексе, причем у всех млекопитающих. Самец, истощенный после спаривания с одной самкой, мгновенно оживает при появлении новой. Это называется эффект Кулиджа. Тот же эффект прослеживается и у женщин, правда не так сильно, но гораздо сильнее у них способность к габитуации. Простыми словами, они быстрее привыкают к рутине, скуке и повторяющимся сексуальным стимулам, чем мужчины, потому что мозг более гибкий и адаптивный. И нет, это не значит, что женщины отвыкают от секса. Тут важно понять одну вещь. Существует 2 типа желания. Первый – спонтанный, захотел и сделал. Второй – реактивное. Желание возникает не до возбуждения, а в ответ на него. То есть от поцелуев, прикосновений, прелюдий. И вот как раз со временем женщины переходят на второй путь, ведь доминирующую роль в долгих отношениях уже занимает окситоцин. Эмоциональная близость – это входная в дверь в секс. Без этого контекста дофамин просто не включается. А мужчина — это почти всегда про спонтанное желание. Большинство из нас как те самые мемы с обезьянками. Мы сначала хотим секс, а потом уже и не важно. То есть женщине для секса сначала нужно почувствовать себя значимой, а для мужчины секс — это и есть показатель его значимости. Именно об этом мы говорили в ролике про любовь. Обязательно потом его посмотрите, одно из самых важных на канале. И, наверное, в вашей жизни. Как минимум, потому что я там в свадебном платье снимаю. Важен диалог. Это незаменимая основа. Если не слышать друг друга, не пытаться посмотреть на проблему не только через призму своих желаний и своего эго, а также через призму своего партнера, вы неизбежно уйдете в разных направлениях. Второе и не менее важное – новизна. И это не обязательно про секс, путешествия, хобби, досуг. Если вы с партнером пробуете что-то новое, вероятность секса в тот день возрастает на 1/3. В общем, рутина – это то, что убивает и любовь, и секс. А все, что ломает рутину, запускает дофамин, а дофамин переносится на партнера. И третье – само сексуальное разнообразие. Пары, которые открыто говорят о своих желаниях и предпочтениях, пробуют новое, именно они оказываются счастливее через годы, чем те, кто этого не делает. То есть такова природа, наш мозг так устроен, что ему нужна новизна, чтобы продолжать хотеть. И не обязательно изменять или терпеть насилие. Достаточно осознанного привнесения нового, от совместных путешествий до экспериментов в постели. Иногда достаточно просто привнести новые ощущения, особенно когда товаров для взрослых большое разнообразие. Например, жидкий вибратор. Это такой маленький шприц со съедобным гелем, который при нанесении на интимные зоны через 30 секунд усиливает их чувствительность, вызывая приток крови и приятный эффект пульсации и покалывания, что усиливает удовольствие от процесса. У него максимально безопасный состав, разработанный химками МГУ, поэтому благодаря своей безопасности подойдет для всех полов и во многих разновидностях секса. А так как он съедобный, при оральных ласках добавит также интересное ощущение на губах лица. Жидкий вибратор работает по трансдермальной технологии, то есть внутри кожи, и для достижения эффекта достаточно небольшой капли, и сотни отзывов доказывают интересный эффект. Поэтому, если хотите привнести что-то новое в свою романтическую жизнь, ссылка на жидкий вибратор Love Shot будет в описании. И немаловажным игроком в улучшении отношений и своей сексуальности стала
порно. К нему можно относиться по-разному. Одни считают, что оно несет исключительно вред, а некоторые так и вовсе считают его просмотр изменой в отношениях. Хотя исследования с этим не согласны, и наоборот показывают, что совместный просмотр порно в долгосрочных отношениях часто ведет к улучшению коммуникации, росту доверия и сексуальной удовлетворенности. И в этом нет ничего удивительного. Наша сексуальность — это не просто часть жизни или отношений. Она давно не ограничивается только нашей спальней. Это сила, которая двигает не только наши кровати, но и нашу цивилизацию. Каждая технология в истории человечества проходила один и тот же цикл, в котором первыми пользователями почти всегда были либо военные, либо драчуны. Одним из первых тиражированных изданий после изобретения печатного станка стали эротические гравюры и моди. Первый эротический фильм был снят через год после изобретения кинематографа. Системы онлайн-оплаты развивались благодаря порно-сайтам, и систему потокового стриминга, благодаря которому вы смотрите это видео, одними из первых успешно внедрили и монетизировали именно порно-сайты. Задолго до появления YouTube. То есть каждый раз, когда появляется новая технология, наша сексуальность и порно одними из первых осваивают рынок и показывают, что на этом можно заработать. И потом приходит мейнстрим. Это паттерн, который повторяется 500 лет подряд. Государства пытаются его запретить и проигрывают каждый раз. Ведь можно заблокировать сайты, но нельзя запретить биологию. С изобретением порно-сайтов общество кардинально изменилось. В некоторых странах, где легализовывали порнографию, снижалось количество преступлений на сексуальной почве. Именно его доступность стала одной из причин, почему в нашу эпоху мы проще и легче говорим о своей сексуальности. Человечество всю историю качалось как маятник, от нормализации до порицания и обратно. Каждый святой, считающий мастурбацию грехом, ею подавлялся, и каждый политик, пытающийся запретить порно, его смотрел. Наши желания нельзя победить, их можно только попытаться заглушить. Религией, политикой, культурой. Но, как показывает история, это неравная и заведомо проигранная война. Но есть одна тонкая грань. В середине прошлого века Нико Тинберген, нидерландский биолог, провел эксперимент. Он подкладывал птицам вместо их собственных яиц гигантские гипсовые муляжи. Некоторые были размером с волейбольный мяч или вовсе раскрашенные в яркие цвета. И птицы просто бросали свое настоящее потомство, чтобы высиживать гигантский кусок гипса. Их мозг считал, что если она больше и ярче, значит она лучше. Тинберген назвал это сверхнормальным стимулом. Наш мозг, как и мозг этих птиц, эволюционировал так, чтобы искать сигналы: еду, безопасность, секс. И если дать мозгу искусственно раздутую, гипертрофированную версию этого сигнала, система просто ломается. Современные исследования показывают именно это. Чем больше порно в жизни человека, тем ниже его удовлетворенность собственной жизнью, сексом и отношениями. Особенно если это делается втайне от партнера или делается чрезмерно. А бесконтрольный просмотр повышает показатели индивидуальной сексуальной агрессии. Но это работает и в обратную сторону. Люди, которые полностью изолированы от всего эротического в силу убеждений или религии, имеют более низкий показатель сексуальной удовлетворенности. Впрочем, исследователи считают безопасной дозой порно просмотр не более пары раз в месяц, и лучше тех видео, где преобладает романтика и страсть, а не хардкор. То есть проблема порнографии и всего связанного с нашей сексуальностью не в самом явлении, а в его влиянии на нас, то, как мы с ним распоряжаемся. Оно может быть отличным инструментом для снятия сексуального напряжения, особенно когда ты не состоишь в отношениях. Оно может привнести какие-то идеи разнообразия в отношениях, но также может усилить наши комплексы или превратить безобидные страсти в расстройства и девиации. И давайте будем честны, многие из нас используют порно как обычный инструмент от лени, напряжения, тревоги или одиночества. Это наш дешевый цифровой антидепрессант, который приводит к серьезным последствиям, к чувству апатии, потерю мотивации и удовольствия. Раньше, чтобы посмотреть порно, нужно было что-то сделать. Найти нужную кассету, журнал или поймать нужный канал ночью. А сейчас сотни сайтов на телефоне, где алгоритмы подсунут вам то, что нужно. И алгоритмы с радостью будут играть на ваших слабостях, подсовывая вам все более жесткий контент, чтобы загнать вас в еще большую ловушку. В общем, яд от лекарства отличает лишь доза. Если вы считаете, что у вас есть порнозависимость и она вам мешает, вы часто чувствуете от этого упадок сил, потерю мотивации, апатию, и в целом вам тяжело контролировать навязчивые желания, у моего ИИ-бота-психолога появился раздел персонализированных программ. На основе ваших уникальных проблем и черт личности он составит полностью специализированную программу на 30 дней по избавлению от порнозависимости, предложит уникальные практики и техники, созданные специально под вас и ваши проблемы, отслеживая ваш прогресс. А если для вас эта проблема
проблема не актуальна, то есть и другие программы. Он поможет вам избавиться от вредных привычек, например, бросить курить или улучшить иные аспекты вашей жизни. Но и еще с ним можно просто приятно поболтать или разобраться в своих чувствах и переживаниях. Возможно, вас сейчас беспокоят какие-то личные проблемы, с которыми вы давно хотели разобраться, но не было возможности. Это не заменит живого специалиста. Но в случае, когда нет иного варианта, бот всегда на связи, а потому сможет помочь в трудную минуту и всегда вас выслушает. А с ботом это и анонимно, и бесплатно. А ссылка на бота будет в описании. Мы всю историю человечества кидаемся из крайности в крайность, и все же не можем прийти к выводу, что такое фетиш и что делать с нашей сексуальностью. Это извращение, отклонение, грех. Но ответ проще. Наши желания от обычных до сексуальных – это и есть мы, конструкт нашей личности. Когда мы пытаемся подавить свою природу, загнать ее в рамки стыда, религии или цензуры, потребность никуда не исчезает. Она уходит в тень, мутирует и начинает гнить изнутри. Когда мы отдаем изучение собственной сексуальности на откуп алгоритмам, мы получаем катастрофу. Посмотрите на современные поколения. Это трагедия, что большинство подростков формируют свои познания о любви и отношениях через пластиковый мир Инстаграма и хардкорные категории на порносайтах. Они строят свои познания о близости из мира, где близости нет, создавая вокруг себя очень опасную иллюзию. А потом искренне не понимают, почему живые люди отличаются от пикселей на экране. Наша сексуальность не должна быть ни постыдным секретом, который мы прячем от самих себя, ни цифровым продуктом, который мы бездумно скармливаем алгоритмом. И только нам решать, что с ней делать. Запереть эту колоссальную энергию в чулане собственных комплексов, слить ее в унитаз или научиться ее понимать, делая свою реальную жизнь и свои отношения ярче, осознаннее и счастливее. Поэтому не стесняйтесь своих странностей, не бойтесь своих фетишей и не прячьтесь от комплексов, а изучайте их. Ведь за каждым вашим желанием скрывается ключ к пониманию того, кто вы есть на самом деле. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои соцсети по ссылкам в описании. Будьте честны с собой. Всего хорошего.